Райан вышел из машины и постоял у церкви, понимая, что еще не готов попрощаться со своим отцом. «Мы даже не смогли устроить папе достойные похороны», — подумал он. Внезапно его отвлек резкий лай Беллы. Райан повернулся к своей машине, где Белла была взволнована больше обычного. «Белла». Он жестом велел ей лечь, и она подчинилась. Он погладил ее по голове через открытое окно машины. «А теперь останься, Белла». Затем Райан отошел, не обращая внимания на жалобный стон Беллы, и вошел в церковь. Гроб с телом его отца Арнольда уже был закрыт, и распорядитель похоронного бюро предусмотрительно оцепил прилегающую территорию, поскольку Арнольд умер от инфекционного заболевания. Райан сидел рядом со своей матерью. Арнольд будет кремирован, а не похоронен, учитывая обстоятельства его смерти. Как только месса закончилась и присутствующие поднялись, чтобы спеть последний гимн, по церкви разнесся лай Беллы. Она прыгнула на гроб, сбросив цветочную композицию на пол, и начала громко лаять. Когда Белла села на пол в своей настороженной позе и уставилась на него, Райан почувствовал, что что-то не так. «Открой гроб!» — потребовал он. Среди собравшихся раздался вздох. Райану было все равно. Он подошел к гробу и открыл его, но обнаружил, что он пуст. «Где мой брат?» Его дядя уставился на распорядителя похорон. Мать Райана не могла вынести происходящего. Ее глаза закатились, а колени подогнулись. Райан подхватил ее как раз вовремя, прежде чем она ударилась головой о мраморный пол. Он отвез ее в больницу. В доме своей матери Райан вызвал полицию. На данный момент все, что нам известно, это то, что коронер подтвердил причину смерти и передал останки в похоронное бюро, сказал ему детектив Бритшоу. «Был ли ваш отец вовлечен в какие-либо действия, о которых мне следует знать?» Райан не участвовал в бизнесе своего отца с тех пор, как тот открыл центр дрессировки и реабилитации собак. Но он знал, что Арнольд никогда бы не поставил на карту свою репутацию или репутацию компании. Поскольку пока не было никаких важных зацепок, детектив Бритшоу ушел, пообещав следить за новостями. Но Райан не хотел ждать. Его мама осталась на ночь в больнице. Он оставил Беллу дома и отправился в морг, чтобы найти ответы. Коронер подал в отставку. Что насчет нового коронера? Райан был озадачен, когда медсестра в регистратуре сообщила ему, что нового коронера пока нет. Он попросил показать ему личное дело своего отца, но медсестра отказалась, заявив, что это противоречит правилам. Райан знал, как убедить ее. Он положил на прилавок $1000, и она закрыла на это глаза, когда он проскользнул в кабинет коронера. Он начал рыться на полках в поисках досье своего отца, но это было бесполезно. Досье Арнольда пропало. Райан был расстроен. Внезапно его отвлек звонок телефона. Это был адвокат его отца, мистер Стивенс. Пожилой мужчина сообщил Райану, что он новый генеральный директор компании Арнольда и хочет срочно его видеть. Когда Райан пришел в офис своего отца, он открыл почту Арнольда на рабочем компьютере, но обнаружил, что почтовый ящик пуст. Кто-то удалил сообщение. «Райан, рад тебя видеть». Мистер Стивенс вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Кто пользовался этим компьютером?» — спросил его Райан. «Никто», — ответил мистер Стивенс. «Подожди, а где же танцоры?» Райан заметил, что из кабинета его отца пропали 2 статуэтки, а он забрал их домой. Бедный Арнольд. Он никак не мог достать 3-ю фигурку из набора. Можете ли вы поверить, что человек, которому это принадлежит, не согласится заплатить меньше $500 000? Сказал мистер Стивенс. Райан был уверен, что Арнольд не отвозил их домой. Он обошел весь родительский дом с тех пор, как приехал на похороны и нигде не видел этих танцоров. Но в любом случае
у нас есть более важные вопросы для обсуждения». Мистер Стивенс сообщил Райану, что они по уши в долгах, а несколько инвесторов угрожают отозвать свои инвестиции, потому что Арнольд пропускал встречи с ними в течение нескольких месяцев перед своей смертью. И все началось, когда здесь начала работать его новая секретарша. При всем уважении к Арнольду и его семье, я полагаю, что у него были с ней романтические отношения, признался мистер Стивенс. Райан потерял самообладание, когда представил печальное лицо своей матери. Он бы поговорил с секретаршей отца, если бы мистер Стивенс не остановил его. Это только запятнало бы репутацию Арнольда. Райан потратил целый день на решение долговой проблемы и отправил подарочные корзины наиболее важным инвесторам. После работы он проследил за секретаршей своего отца, мисс Пирсон, и увидел, как она заезжает в гараж скромного загородного дома. До сих пор она была его единственной зацепкой, поэтому он ждал ее у дома в своей машине. Некоторое время спустя его разбудил скрежет открываемой двери гаража. Он увидел, что она направляется в сторону города на своей машине и хотел последовать за ней. Но потом ему пришла в голову идея получше. Он выскочил из машины и успел забежать в гараж как раз вовремя, прежде чем дверь закрылась. Там он обнаружил дверь, ведущую в ее дом. Сначала он добрался до кухни, порылся в ящиках и нашел фонарик. Он не хотел включать свет на случай, если мисс Пирсон внезапно вернется домой. У него упало сердце, когда он вошел в ее спальню и увидел на ночном столике фотографию в рамке, где она целуется с Арнольдом. Райан сохранял самообладание, напоминая себе, что он здесь для того, чтобы найти зацепку, которая помогла бы ему выяснить, что случилось с его отцом. Он обыскал дом мисс Пирсон, но ничего не смог найти. Удрученный, он уже собирался уходить, когда заметил приоткрытый ящик кофейного столика. Его заинтересовал конверт из плотной бумаги. Внутри был страховой полис Арнольда на $7 миллионов, и единственным получателем была мисс Пирсон. Райан взял документ и поехал в полицейский участок. «Это весьма убедительно», — сказал детектив Брэдшоу, просматривая документ. «Давайте посмотрим, что еще я могу узнать об этой женщине Пирсон». Райан сидел возле стойки регистрации, когда она подошла к нему с группой полицейских. Оказалось, что у мисс Пирсон забронированы билеты на рейс в Марокко, который вылетает через полчаса. Поскольку у США нет соглашения об экстрадиции с правительством Марокко, нам крайне важно доставить ее на допрос до того, как она сядет в самолет. Райан хотел сопровождать полицейских, но детектив Брэдшоу отказался, потому что он был гражданским лицом. Райан не послушался его и последовал за ней. «Полиция!» — закричал детектив Брэдшоу, когда он и его команда приблизились к выходу на посадку. «Пропустите нас!» Райан проскользнул мимо сотрудников службы безопасности аэропорта, смешавшись с группой, и они направились в зону посадки. Копы немедленно рассредоточились и начали проверять пассажиров. «Вы здесь!» Темноволосая женщина в белой рубашке. «Выйдите из строя и поднимите руки вверх!» — крикнул детектив Брэдшоу. Райан обрадовался, что они поймали мисс Пирсон, но его улыбка исчезла, когда женщина обернулась. Это была не мисс Пирсон. Копы продолжали поиски в течение нескольких часов, но мисс Пирсон исчезла. Райан вернулся к исходной точке. Но где-то в глубине души он знал, что Арнольд жив. Райан знал, что статуэток не было в доме его матери. Где бы ни был его отец, он, должно быть, забрал статуэтки с собой. Райан нашел в интернете коллекционера, у которого была 3-я статуэтка, и навестил его. «Итак, сколько вы за это возьмете?» — спросил он, указывая на статуэтку. $750 000, ответил коллекционер мистер Фредерик. «Это намного выше рыночной стоимости работы художника, сэр».
тогда не покупайте ее. Цена обсуждению не подлежит, молодой человек». Райану это было необходимо, поэтому он попросил время, чтобы договориться о деньгах. Он вернулся к своей машине, набрал номер мистера Стивенса и сказал, что хочет продать свои акции компании на сумму $750 тысяч. «Но тогда у тебя не будет контрольного пакета акций компании, Райан», сказал мистер Стивенс. «Я понимаю, мистер Стивенс, но это срочно», объяснил Райан. «Мне срочно нужны наличные, но, если я прав, я смогу выкупить эти акции в течение недели». «Райан», в конце концов ответил мистер Стивенс сдержанным тоном, как крупному заинтересованному лицу и юридическому консультанту компании. «Я считаю, что мне следовало бы не задавать вопросов о том, зачем вам понадобилась такая крупная сумма денег в столь сжатые сроки. Однако, как давний друг семьи, продолжил мистер Стивенс, я должен знать, связано ли это с подозрениями, которыми я поделился с вами относительно мисс Пирсон». «В некотором смысле, да», — ответил Райан. Мистер Стивенс вздохнул. «Знаешь, она тоже исчезла. Не вышла сегодня на работу, и ее номера телефона больше не существует. Я принесу тебе деньги. Лучше не спрашивай меня о деталях. И переведу тебе как можно скорее». Когда Райан получил сообщение о том, что деньги поступили на его счет, он бросился внутрь, чтобы поговорить с мистером Фредериком. Пожилой мужчина пробормотал что-то о том, что статуэтка стоит больше, чем он просил, поскольку это единственная доступная часть набора, но Райан оборвал его. «Вы просили $750 тысяч, сэр, и это то, что я вам даю, вступает в силу немедленно. Разве вы не человек слова, мистер Фредерик?» Мистер Фредерик, наконец, согласился продать статуэтку. Теперь Райан был готов к следующему шагу. Он позвонил нескольким людям из своей машины и сделал короткую остановку, прежде чем вернуться в дом своей матери. «Где же ты был, Райан?» — спросила его мать. «Я вернулась из больницы и обнаружила, что дом пуст, а бедная Белла сходит с ума от скуки. Твоя собака скучает по тебе, я действительно не могу занять ее как следует, и я почти не видела тебя после похорон. Прости, мама», — пробормотал он. «Пожалуйста, просто поверь, что то, что я делал, было очень важным. Это тоже очень скоро закончится». Райан стоял за колонной в задней части главного зала аукциона и изучал толпу. Статуэтка, которую он купил, была следующим лотом, выставленным на торги. Он взглянул на подиум, когда его вынесли на передний план. По мере роста цен количество участников сократилось до 2. Один из них был полным мужчиной с выступающим носом, а другой — высоким седовласым мужчиной в темно-синем костюме. Ни один из них не был его отцом. Райан настоял на анонимности и лично оплатил несколько рекламных объявлений, чтобы его отец, где бы он ни находился, знал, что статуэтка выставлена сегодня на аукцион. «Сразу $600 тысяч», объявил аукционист. Сердце Райана упало. Он боялся, что не только упустит свою наживку и шанс найти отца, но и понесет огромные убытки из-за статуэтки. Дважды. $1 миллион. У Райана мурашки побежали по коже при звуке голоса отца. Он в шоке смотрел, как Арнольд поднялся со стула в дальнем конце аукционного зала и снял свою широкополую шляпу. Один раз продан за $1 миллион. Второй раз продан. Продано мужчине в бежевом пальто. Аукционист стукнул молотком. Арнольд немедленно надел шляпу и направился к двери. Райан выбежал из-за угла зала и преградил ему путь. Затем детектив Брэдшоу шагнул вперед и надел на Арнольда наручники. «Райан». Арнольд хмуро посмотрел на Райана. «Ты обманул меня. Это была ловушка. Не веди себя так, будто я совершил какое-то ужасное предательство, папа.
Это ты завел интрижку и инсценировал свою смерть, чтобы сбежать со своей любовницей. Как ты мог?» Арнольд опустил голову и признался, что устал от своей старой жизни и хочет начать новую со своей новой любовью, мисс Пирсон. «Итак, ты застраховал свою новую жизнь на огромную сумму, подкупил коронера, чтобы тот подделал свидетельство о твоей смерти и причину смерти и заставил всех нас собраться вокруг пустого гроба, чтобы оплакать тебя», – прошипел Райан. «Мужчина должен поступать правильно, а не следовать своим эгоистичным интересам. Ты научил меня этому, папа. Мне жаль, что ты не смог следовать своим принципам, но я надеюсь, ты понимаешь, что твоя несостоятельность привела к твоему падению». Детектив Брэдшоу заверил Райана, что мисс Пирсон тоже скоро будет поймана. Затем Арнольда увезли в полицейской машине. Расскажите нам, что вы думаете об этой истории, и поделитесь ею со своими друзьями. Возможно, это вдохновит их и скрасит их день. Если вам понравилась эта история, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До свидания.